В тот безоблачный день на Красном море ничто не предвещало трагедии. Туристы улыбались и фотографировались на палубе небольшого прогулочного катера, а синие волны лениво покачивали судно. Никто не мог предположить, что через несколько часов 26-летняя Эмили Нортон окажется один на один с одним из самых опасных морских хищников, и эти кристально чистые воды окрасятся в красный цвет. До заката оставалось 5 часов, но уже тогда часы ее жизни начали свой обратный отсчет. Компания из 5 друзей — она, Джулиан Хоффман, Марго Штайн, Кристиан Вебер и Оливия Бергман — планировали эту поездку почти год. Они познакомились во время учебы в Лондонском университете и с тех пор часто путешествовали вместе. Джулиан работал архитектором, Марго была детским психологом, Кристиан преподавал в университете, а Оливия занималась ландшафтным дизайном. Сама Эмили недавно получила степень магистра в области морской биологии, хотя никогда не занималась профессиональным дайвингом. Ее знания об опасностях моря оставались чисто теоретическими. Она и представить себе не могла, как скоро они станут реальностью. «Сделаем еще одно фото!» — воскликнула Оливия, доставая камеру. Друзья столпились у борта катера, улыбаясь в объектив. Позже это фото станет последним снимком, где они все вместе. Эмили стояла с краю. Ветер играл ее светлыми волосами, а в глазах отражалось безоблачное небо. Она выглядела такой живой, такой счастливой. Хасан, их инструктор, был опытным гидом с 20-летним стажем. Он хмуро всматривался в горизонт. Что-то в воздухе заставляло его нервничать. Барометр показывал резкое падение давления, но небо оставалось ясным. «Может, стоит отменить погружение?» — пробормотал он себе под нос, но крики восторженных туристов заглушили его сомнения. Катер остановился в получасе хода от берега. Море здесь казалось особенно глубоким. Его синева завораживала и пугала одновременно. Эмили, проверяя свое снаряжение, вспомнила лекции по морской биологии. Именно в таких местах, где глубокие воды встречаются с коралловыми рифами, часто появляются крупные хищники. Но она отогнала эту мысль. Статистика говорила, что встречи с акулами крайне редки. Погода начала меняться незаметно. Ветер усилился. По поверхности моря пробегала легкая рябь, а облака то и дело закрывали солнце, создавая причудливую игру света и тени в воде. «Держимся вместе! Не заплываем за буйки!» — в который раз повторил Хасан, помогая туристам спуститься в воду. На этот раз в его голосе слышалось беспокойство. Опытный инструктор чувствовал, что погодные условия становятся все менее благоприятными. Первые полчаса в воде были волшебными. Разноцветные рыбы сновали между кораллами. Морские анимоны покачивали щупальцами, а прозрачная вода позволяла видеть на десятки метров вокруг. Эмили увлеклась наблюдением за крупной рыбой Наполеоном, не замечая, как усиливающееся подводное течение медленно, но неумолимо относит ее от группы. Периодически налетающие порывы ветра создавали на поверхности волны, мешающие держать ориентацию, а тени от облаков затрудняли видимость. Когда она, наконец, подняла голову, чтобы сориентироваться, катер казался уже крошечной точкой на горизонте. Попытка плыть обратно оказалась бесполезной, течение было слишком сильным. С каждым грибком Эмили чувствовала, как нарастает усталость в мышцах, а расстояние до катера, казалось, только увеличивается. Паника накрыла ее ледяной волной. Она слишком хорошо знала, что означает оказаться одной в открытом море. Внезапно вода вокруг нее опустела. Мелкие рыбы исчезли, будто их и не было. Крупные метнулись в глубину. Эмили знала этот знак. Так морские обитатели реагируют на появление крупного хищника. Ее сердце забилось быстрее, когда она заметила первую тень, скользнувшую в глубине. Акула Мако появилась словно из ниоткуда. Ее серебристо-синее тело было воплощением совершенной машины для убийства. 4 метра чистой мощи и грации. Эмили застыла, парализованная ужасом и восхищением одновременно. Как ученый, она могла оценить безупречную эволюцию этого хищника. Как человек, она понимала, шансов выжить при встрече с ним практически нет. Первая атака была молниеносной. Акула пронеслась мимо, оставив глубокий порез на боку девушки. Боль пришла не сразу. Сначала Эмили увидела, как вода вокруг окрасилась в красный цвет. Каждое движение отзывалось острой болью, руки и ноги наливались свинцовой тяжестью. Она попыталась сохранить спокойствие, вспоминая все, что знала о выживании в подобных ситуациях, но паника уже начинала затуманивать разум.
Вторая атака была безжалостной. Острые, как бритва, зубы вцепились в ногу, раздирая плоть. Крик Эмили потонул в плеске волн. Боль пульсировала во всем теле. Каждый вдох давался с трудом. Она чувствовала, как силы утекают вместе с кровью, окрашивающей воду вокруг. Попытка удержаться на плаву требовала все больше усилий. Руки и ноги словно налились свинцом. Третья атака пришлась на руку. Эмили уже едва могла держать голову над водой. Перед глазами плыли черные пятна. Сознание начинало затуманиваться. Она чувствовала неестественную легкость во всем теле. Первый признак серьезной потери крови. Мысли путались, становились вязкими и медленными. В эти последние минуты время словно растянулось. Эмили вспомнила свой последний разговор с родителями перед отъездом, их просьбу быть осторожнее. Вспомнила незаконченную научную работу на столе в лондонской квартире, недочитанную книгу на прикроватной тумбочке, билеты на концерт через месяц. Все эти маленькие детали жизни, казавшиеся такими обыденными, теперь обрели особую ценность. Акула кружила все ближе, готовясь к решающей атаке. Эмили уже не чувствовала страха, только странное умиротворение и легкую грусть. Она закрыла глаза, чувствуя, как соленые волны качают ее израненное тело. «Прости, мама», — пронеслась последняя четкая мысль, прежде чем мир вокруг взорвался пронзительным свистом. Звук был настолько неожиданным, что Эмили решила, это предсмертная галлюцинация. Высокочастотные щелчки и свист прорезали толщу воды, отражаясь от поверхности и создавая какофонию звуков. Акула замерла, ее мощное тело напряглось как струна, а потом пространство вокруг наполнилось движением. Они возникли из синевы моря, словно серые призраки, большие, стремительные тела, рассекающие воду с невероятной скоростью. Стая дельфинов окружила Эмили плотным кольцом. Их движения были настолько слаженными, будто они выполняли какой-то древний, отточенный миллионами лет эволюции танец. В их присутствии было что-то нереальное, почти мистическое. Самый крупный дельфин, не менее 3 метров в длину, внезапно сорвался с места. Его атака была молниеносной. Он ударил акулу в жабры с такой силой, что хищница отлетела в сторону, оставляя за собой шлейф пузырьков. Остальные дельфины немедленно присоединились к атаке, нанося точные, выверенные удары своими мощными рылами. Эмили, балансируя на грани сознания, наблюдала за этой битвой как будто в замедленной съемке. Несмотря на кровопотерю и шок, ее научный ум продолжал фиксировать детали, идеальную координацию движений дельфинов, их тактику нападения, способ коммуникации через серии коротких щелчков. Это было похоже на продуманную военную операцию. Акула не выдержала натиск. После особенно сильного удара в жабры она резко развернулась и скрылась в глубине, оставляя за собой шлейф кровавых пузырьков. Дельфинам удалось ранить хищницу. Но стая не праздновала победу. 2 крупных самца немедленно подплыли к Эмили с боков, осторожно поддерживая ее своими телами. Их прикосновения были удивительно нежными, почти заботливыми. Остальные члены стаи заняли позиции вокруг, формируя живой щит. Движение к катеру казалось бесконечным. Сознание Эмили мерцало, как неисправная лампочка. Периоды ясности сменялись провалами в темноту. Она чувствовала теплые, упругие тела дельфинов, державшие ее на плаву. Их кожа была гладкой и эластичной, совсем не такой, какой она представляла ее по учебникам. Время от времени один из дельфинов издавал тихий свист, словно подбадривая ее. На катере уже царила паника. Хасан первым заметил отсутствие одной из туристок, но плохая видимость и волны затрудняли поиски. Именно он первым увидел необычное скопление дельфинов и тревожные красные разводы на воде. «Спасательную шлюпку! Быстро!» Его крик поднял на ноги всю команду. Когда шлюпка достигла места происшествия, спасатели застыли в изумлении. Посреди моря в кольце дельфинов держалась на плаву израненная девушка. Дельфины расступились, позволяя шлюпке приблизиться, но не уплыли, а продолжали кружить рядом, словно убеждаясь, что помощь пришла. «Боже мой! Эмили!» Крик Оливии прорезал воздух, когда подругу поднимали на борт. Это оказалось непросто. Правая рука Эмили была практически обездвижена, а из глубокой раны на ноге продолжала сочиться кровь. 4 мужчин осторожно перенесли ее в шлюпку, стараясь не причинить дополнительной боли. Последнее, что увидела Эмили перед тем, как потерять сознание, серые спины своих спасителей, плавно уходящие в глубину.
Фонтанчики воды из их дыхал казались прощальным салютом. Один из дельфинов, самый крупный, на мгновение поднял голову над водой, словно удостоверяясь, что с ней все будет в порядке. Их взгляды встретились, и Эмили могла поклясться, что увидела в этих глазах почти человеческий разум. Очнулась она уже в больнице Хургады. Белые стены, писк медицинской аппаратуры и запах антисептиков. Все оказалось нереальным после пережитого кошмара. Врачи говорили о чуде. При такой потере крови и множественных ранениях выживают единицы. 234 шва, переливание крови, 3 операции. Эмили предстоял долгий путь к восстановлению. Новости о невероятном спасении облетели весь мир. Журналисты осаждали больницу, требуя интервью. Ученые из разных стран связывались с Эмили, пытаясь получить подробности случившегося. Особенно их интересовало поведение дельфинов. Оно не укладывалось в привычные рамки. Профессор морской биологии Джеймс Харрингтон из Оксфордского университета, изучавший этот случай, предложил несколько теорий. Возможно, дельфины защищали свою территорию от акулы, а спасение человека было побочным эффектом. Или их социальный инстинкт, заставляющий защищать раненых сородичей, распространился и на человека. Другие исследователи указывали на высокий интеллект дельфинов и их способность к эмпатии, выходящей за пределы собственного вида. Известны случаи, когда дельфины помогали раненым сородичам, поддерживая их на поверхности воды часами. Но помощь человеку, да еще в такой координированной форме, оставалась загадкой. Реабилитация заняла почти год. Физические раны заживали быстрее, чем психологические. Эмили пришлось заново учиться доверять морю. Каждый шрам на ее теле напоминал о том дне, когда смерть была так близко. Но эти же шрамы стали символом невероятного спасения и загадочной связи между человеком и морскими млекопитающими. После выздоровления Эмили не оставила морскую биологию. Наоборот, она с еще большим рвением погрузилась в изучение поведения дельфинов. Ее личный опыт придал исследованиям особую глубину и значимость. Она часто выступала на научных конференциях, рассказывая свою историю и призывая к сохранению этих удивительных существ. Годы спустя, стоя на берегу моря где-нибудь в научной экспедиции, Эмили иногда замечает вдалеке характерные плавники, рассекающие волны. И каждый раз ее сердце наполняется благодарностью к своим спасителям. Она знает, где-то в глубинах океана живут существа, чья загадочная мудрость и необъяснимая доброта однажды подарили ей второй шанс на жизнь. Случай Эмили стал частью более широкого исследования взаимодействия дельфинов с людьми. По всему миру зафиксированы десятки похожих историй. От Новой Зеландии до Калифорнии дельфины приходили на помощь людям, попавшим в беду. И каждый такой случай добавляет новую грань к пониманию этих удивительных существ, чей интеллект, возможно, гораздо более развит, чем мы предполагаем. Возможно, мы никогда не узнаем наверняка, что движет дельфинами в подобных ситуациях. Является ли их помощь людям результатом инстинкта, разума или чего-то, что наука пока не может объяснить? Но история Эмили Нортон остается свидетельством того, что в море, таящем столько опасностей, есть и те, кто готов прийти на помощь человеку в самый темный час.